Он исчез, когда мир перестал нуждаться в чудовищах. Или сделал вид, что перестал. Одни клянутся, что видели белого волка на рассвете. Другие, что он пал там, где не ступает человек. Кто прав? Никто не знает. Сегодня тайна последнего пути Геральта. Тишина после бури. Мир редко помнит тех, кто чинил его в тени. Когда канонада стихает, песни пишут о королях и пророчествах. Про ведьмаков одна строчка, про белого волка иногда полстроки. Но те, кто знал его ближе, понимают, финал — это не точка, а дверь, и за ней тишина. После войны Геральт остался один на один с покоем, а покой страшнее монстра. 3 дороги. Существует 3 легенды о том, куда он ушел. Первая — дом там, где Йеннифер. Говорят, он живет с ней где-то на краю карты. Дом, низкая крыша, сушеные травы, лампа на столе. Они спорят, но не дерутся, молчат и понимают друг друга. Иногда рынок, иногда лес, иногда просто тишина. Это история о ведьмаке, который впервые позволил себе жить. Вторая — учитель тех, кого больше нет. Геральт больше не считает ведьмачество проклятием. Он ищет детей, не боящихся ночи, показывает им стойку, рассказывает про травы и страх. Не все выживают, но выжившие становятся людьми. Не чудовищами. Он уходит, не называя имени, и оставляет за собой новый след школы волка. Третье. Там, где кончаются карты. Белый волк уходит в земли без названий. Серое море, туман, ветер. Иногда он ловит рыбу, иногда сны. Говорят, если прислушаться к прибою, волны шепчут имя. Геральт. Долг без свидетелей. Что бы ни было правдой, ведьмак остается ведьмаком. Рука тянется к мечу, память хранит тех, кого не спас. Злость не дает забыть тех, кто прячет чудовище под личиной человека. И где бы он ни был, всегда найдется деревня, где плачут по ночам. Он стучит в дверь. Входит и выносит из дома то, что возвращает людям сон. Без свидетелей, без благодарностей. Разговоры у костра. В трактирах по-прежнему спорят. Я видел его, шел к топям. Ты пьян, белые волосы у каждого старика. Но он оставил монету. С волком. Так рождаются легенды. И чем больше в них вымысла, тем спокойнее спят дети. Тишина Йеннифер. Если где-то пахнет фиалками, там, возможно, ответ. Йеннифер не рассказывает, где он. Не потому, что не знает. Потому что не ваше это дело. Иногда она пишет письма и сжигает их. Иногда сжимает воздух, как будто держит чью-то руку. Если спросить, жив ли он, она улыбнется. А ты очень любопытный. Письмо без подписи. Когда-то в одном северном порту нашли конверт. Без адреса. На листе было написано: «Жить — это идти между чужими страхами и своими ошибками. Я сделал все, что мог, остальное уже не мое». Если увидишь девчонку с глазами цвета неба, скажи ей, что мир по-прежнему огромен. Подписи не было, только отпечаток от круглого амулета. Цена покоя. Покой – дорогая вещь, особенно для тех, кто умеет убивать. Геральт знает. Долго и счастливо – это не награда, это труд, каждый день. Дрова. Разговор со соседом, тишина у камина и постоянная готовность, если в доме заведется тварь посильнее тоски. Можно уйти с дороги. Но дорога не уйдет из тебя. Если Цири где-то рядом, есть миф, где она не императрица. Она просто идет от мира к миру. Иногда они встречаются, редко, потому что так безопаснее. Я не останусь. Знаю, но я пришла. Вижу. Этого достаточно. Последняя охота. На севере снова пропадают дети. Колодцы плачут, бароны пьют, старейшины молятся. И тогда появляется путник с белыми волосами. Он слушает, не обещает, просто идет. И если это его последняя охота, то лишь до следующей, потому что зло не умирает, оно ждет. Геральт не учил словами. Он учил выбором. Его урок не о мечах. Он о милосердии без слабости и о твердости без жестокости. Хотите знать, жив он или мертв? Спросите о другом, чему он научил мир.
Если люди научились говорить прежде, чем рубить, смотреть прежде, чем судить, держаться друг за друга, значит, он выполнил свою работу. Все три легенды верны, потому что ведьмак не одна роль. Он мог быть мужчиной рядом с женщиной, учителем, путником на краю карт. Белый волк — это не черное и белое, это тень между ними. Жив ли он? Допад пока жива легенда. Мертв ли? Да, для тех, кто перестал верить. А его последний путь — это не смерть. Это способ исчезнуть так, чтобы мир больше не нуждался в твоем клинке. И все же, если однажды утром ты увидишь след копыта на грязной дороге и рядом отпечаток сапога, не ищи доказательств. Просто иди дальше. Потому что кто-то уже прошел впереди и сделал так, чтобы ты прошел спокойно. Если ты дослушал до конца, напиши, какую версию считаешь правдой. Поддержи видео, чтобы легенда о белом волке жила дальше.